Здравствуйте, я Ирина Ша, и это вторая часть мастер-класса по вязанию летнего комплекта крючком для женщин. В этом мастер-классе мы будем вязать верхнюю часть комплекта, то есть топ. Итак, давайте приступим. Итак, когда мы провязали юбочку, мы переходим к нашему топу. Значит, топ у нас вяжется изначально из двух вот таких вот половинок, то есть это вот лиф вот у нас вот так вот связаны, вот, которые соединяются, когда они связаны, они соединяются у нас вот здесь, и сзади вот таким вот соединительными петельками сзади соединяются. Лямочку у лифа вывязаны отдельно и потом пришиты иголочкой с обратной стороны. То есть вот когда мы носим, оно у нас даже ничего этого не видно. То есть оно вот у нас вот так вот пришито. Вот. Лиф на этом топе я вязала, как вы видите, белыми ниточками. Здесь у нас цвета совсем другие. Я вяжу. И этот лиф я вязала один ряд чередования, столбики с накидом и столбики без накида. То есть я вязала один ряд столбики без накида, в обратку пошла вязать столбики с накидом. И вот такое чередование было. Сейчас я вяжу все столбиками без накида. Вот. Почему? Потому что вот столбики с накидом, они дают такую достаточную прозрачность. И для тех, кто, допустим, может себе позволить носить этот топ без белья, это не совсем удобно. Вот, потому что он все равно просвечивает немножечко. А вот вязка, когда мы вяжем столбики без накида, то тем более тут у нас телесный цвет, такой бежевый, молочный. Его вполне можно носить без белья, и он не так сильно просвечивает. Вот. И здесь я начала вязать вот этот вот лиф, так как у меня тут вязка немножечко отличается. Вот вы видите, как это выглядит. Оно не будет смотреться хуже нисколько. Обвязочку я буду делать немножечко другую, то есть вам будет на выбор либо так, вы можете выбрать на свое усмотрение. То есть как вариант, как можно разными вариантами делать обработку лифа. Вот. То есть вы увидите и вот как здесь, и как здесь мы будем обвязывать. Вот. Итак, вот я одну половинку уже связала. Сейчас мы будем вязать с вами вторую половинку. Маркеры это я для себя тут их отмечаю, свое. То есть первым маркером отмечаю, где у меня вот начальная цепочка закончилась, пошел следующий ряд. И тут это я для себя мерила, примеряла, определяла длину, какую мне вязать. Это тут он, в принципе, маркер второй не особо нужен. То есть вы можете себе совсем ничего не помечать. Вот. Единственное, что сразу хочу сказать. Вот так как мы будем вязать, он у нас топ достаточно так хорошо сидит по фигуре, я вяжу на обхват под грудью, у меня обхват под грудью 75 сантиметров. То есть у меня вот этот топ, он вот так вот он у меня подтягивается немножко, но вот в таком спокойном виде у меня одна половинка, если у меня обхват под грудью 70-75 сантиметров, то у меня одна половинка должна быть равна половине. То есть это 35 плюс 2,5, 37,5 сантиметров. То есть если брать с учетом еще того, что оно подтянется, то я примерно вывязываю где-то 35 сантиметров. Вот, то есть 70 сантиметров и плюс 5 сантиметров на то, что оно подтянется, это уже потом у меня как бы на натяжение идет. Итак, вот у меня провязано 35 сантиметров.
То есть вяжем ровно столько, какой у нас обхват под грудью. Вот, что касается объема груди. Объем груди у меня 88, то есть это троечка. Вот у меня провязана вот такая чашечка. Я не могу сказать вам четко, сколько вам нужно провязать рядов, чтобы у вас вышло на ваш размер. То есть это все индивидуально. Как я вяжу? Я провязала, вот, допустим, вот столько рядов. Я приложила к себе, примерила. Либо если у вас, допустим, на манекен вы можете примерить, еще куда-то. То есть провязали, примерили, сколько-то рядов провязали, примерили. Когда у вас уже готова одна чашечка, то вторую вы просто примеряете по первому образцу. А первую мы провязываем, она вяжется быстро, я так скажу, тут ничего сложного нету, достаточно простое вязание. Первую чашечку провязываем и на себя примеряем. То есть вот мы довязали вот так вот до сюда, вот пока у нас не пошла вот эта вот часть, вот провязали, а потом уже дальше начинаем вязать вот эту вот, как она, полосочка, которая у нас идет на спину. Вот так вот, не знаю, как ее правильно называть. Ну, полосочка, которая идет на спину, пусть так называется. Вот, она уже у нас пойдет дальше вязанием, точно так же оборотными рядами. Вот, я уже вяжу неоднократно такие вот топы себе, ну, разные вариации какие-то. И я знаю, что у меня вот начальная цепочка, вот начальная цепочка из воздушных петель у меня всегда равна 15. То есть, если у вас, конечно, очень большой размер груди, то вам нужно брать большую цепочку. Вот. Ну, эта цепочка может быть от 10, если вы вяжете более толстыми нитками. Вот, и будете вязать, допустим, все столбиками с накидами. До 20, если у вас нитки еще тоньше, и вы вяжете более крючком меньшего размера. Но у меня вот 15 цепочка начальная, 15 воздушных петель. Я думаю, в принципе, это такое оптимальное количество петель. Не берите больше 20. Почему? Потому что 20 воздушных петель, у вас чашка, она в высоту пойдет, уже чуть ли не на плечо уйдет, а это смотрится, ну, не совсем красиво, когда чашка такая огромная. Она вроде по размеру будет нормально, но в высоту она уйдет. То есть вот эти вот начальные петли, они нам впоследствии дают высоту нашей чашечки. Вот. Что еще? То есть я опять же повторюсь, я вам не могу точно сказать, сколько вам нужно вот воздушных петель при начале вязания. То есть это все индивидуально. Вот я говорю, на мой обхват груди 88 сантиметров я беру 15 воздушных петель. Начальная цепочка 15 воздушных петель. Я опять же скажу, не берите больше 20. И если, конечно, у вас двоечка, возьмите 13 воздушных петель. Но минимально это 10-12, вот так вот. Может, это уже, ну, когда маленький размер груди, допустим, единичка, можно взять 10 либо 12 воздушных петель. Двоечку возьмите, 13, вот это минимальная 13. Вот. Можно точно так же 15 петель, просто потом здесь меньше рядов провязать. Ну, 15 петель, я думаю, оно оптимально и для единички, и для двоечки, и для троечки будет. Потому что я думаю, вот вы видите, у меня чашечка, она не огромная, она, ну, в принципе, нормальная. А все-таки нам нужно связать ее, чтобы было красиво и смотрелось оно суразно на фигуре, чтобы было не аляпистое, не огромное и не маленькое какое-то, а чтобы все было пропорционально. Итак, давайте приступим к вязанию. Как я вам уже говорила, я вяжу нитками Янард Виолет. Это 50 грамм на 282 метра. Юбочку я вязала крючком 1,5. А для вязания вот именно вот этой части, я взяла крючок 1,7.
Вот 1,7 крючок на вот этот метраж. Сколько у меня уйдет пряжи на вот этот топ? То есть вот смотрите, я взяла целый моток пряжи. Вот целый моток, вот он у меня был целый. И провязала вот ровно вот столько. Я бы сказала, что ну, половина у меня еще, больше половины осталось от этого мотка. То есть вот нам потребуется вот именно вот такого цвета. Ну, тут может быть вот этот моточек у нас уйдет на наш топ. Плюс еще на лямочки нам хватит и на какую-то обвязку еще хватит. Вот. Поэтому давайте приступим. Итак, нам нужно набрать начальную цепочку из воздушных петель. У меня это, опять же, повторюсь, 15. Вот я делаю начальную петельку. Сейчас я приближу чуть-чуть, чтобы лучше видно было. Вот так вот, думаю, будет видно. Итак, мне нужно набрать 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот я набрала 15 воздушных петель, плюс 2 воздушные петли на подъем у нас идут. 1, 2. И теперь в третью воздушную петлю от крючка, то есть 1, 2, 3, я провязываю столбик без накида. Вот таким вот образом. И далее по цепочке в каждую петельку я буду провязывать по столбику без накида. Очень аккуратно, вот именно вот на этой начальной цепочке провязываем в каждую петельку, ничего не пропускаем. В каждую петельку столбик без накида провязываем. Таким вот образом. Вот мы подошли к последней петельке. Обратите внимание, подошли к последней петельке, и в эту последнюю петельку мы провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Первый, и в эту же петлю провязываем второй столбик без накида. Провязали. Тут же провязываем 2 воздушные петли, 1, 2, и в эту же петлю, в которую мы провязывали только что 2 столбика без накида, провязываем еще 2 столбика без накида. Первый и второй. И теперь вот мы провязали с одной стороны по цепочке столбики без накида. И теперь мы пойдем в обратную сторону, и опять же в каждую петельку с этой стороны опять же будем провязывать столбики без накида. То есть с обратной стороны нашей цепочки из воздушных петель мы также провязываем столбики без накида. Очень внимательно здесь провязываем, стараемся не пропустить ни одной петельки, чтобы у нас было одинаково и с правой стороны, и с левой стороны. Вот эту ниточку, которая у нас была, мы ее ввязываем сюда в вязание. Она потом у нас вяжется в топ, и ее не будет видать, и не нужно будет ее никуда пристраивать. Вот в каждую петельку вот тут вот очень внимательно провязывайте, очень аккуратно, не торопитесь. Потому что если вы пропустите изначально где-то какую-то петельку, у вас
это все перекосится. Перекосится и будет неправильно. Если вдруг у вас перекосилось, распустите и свяжите заново. Потому что вы потом исправить не сможете, если у вас перекосится. Потом никакими новыми рядами вы ничего не поправите. Поэтому самое правильное, если вдруг вы где-то что-то провязали неправильно и у вас пошел перекос, распустите и перевяжите ряд. Вот, итак, вот мы вот по цепочке проходим до конца ряда. В последнюю петельку провязываем последний столбик без накида. Вот таким вот образом. Вот у нас получилось. Вот такая вот цепочка, которую мы обвязали и справа, и слева. Дальше мы все, вот как вы видите, мы вяжем оборотными рядами. То есть мы вот так провязали, разворачиваем вязание, вяжем в этот ряд. И у нас все вот таким вот образом мы вяжем. Итак, теперь переворачиваем вязание, перевернули. А любой ряд, каждый ряд мы начинаем с 2 воздушных петель подъема. И в следующую петельку вяжем опять столбик без накида. И теперь столбики без накида мы вяжем в каждую петельку, которую мы вязали в предыдущем ряду. Вот. То есть самое сложное это была вот начальная цепочка. Начальная цепочка, которую мы провязали. И теперь нам уже проще будет вязать. Мы видим каждую петельку, которую мы вязали, в которую провязывали, которую сейчас нам нужно провязать, мы это все видим. Вот. И в каждую петельку мы опять провязываем столбик без накида. Вот таким вот образом. Вот, подходим к последней петельке, провязали. И теперь вот где мы провязывали цепочку из 2 воздушных петель, вот эта цепочка, которую мы вязали, опять мы сюда провязываем 2 столбика без накида. В одну петельку провязываем 2 столбика без накида. Провязали. Опять 2 воздушные петли. Две воздушные петли и опять же в эту петельку 2 столбика без накида, 1 и 2. И далее мы вяжем опять в каждую петельку столбики без накида. Нигде ничего не пропускаем, лишнее не навязываем, чтобы у нас наша вот эта вот полосочка была ровная с каждой стороны, и справа, и слева. Она у нас должна быть ровненькая. И последнюю петельку мы вяжем, это цепочка из 2 воздушных петель подъема, которая у нас была. Вот, провязали мы. Вот видите, она у нас ровненькая. И справа, и слева вот у нас серединка. Она у нас должна быть ровненькая. Следующий ряд опять мы вяжем точно таким же образом. То есть мы опять разворачиваем вязание назад, 2 воздушных петли. В следующую петельку столбик без накида и опять провязываем в каждую петлю столбик без накида.
То есть у нас все вязание здесь нашего лифа сводится к простым столбикам без накида. Вот таким вот образом. Последний столбик провязали в последнюю петельку и опять вводим крючок вот в арочку из 2 воздушных петель, которые мы тут вязали, ввели, и сюда же опять провязываем 2 столбика без накида, провязали, опять 2 воздушные петельки и опять же в эту петельку 2 столбика без накида, 1 и 2. И вот таким вот образом мы провязываем полностью нашу полосочку до конца. Вяжем ровно столько, сколько нам нужно. То есть провязали определенные ряды, примеряем на себя. То есть нужно провязать еще рядов 10 или 15, когда уже можно делать примерку. Вот. То есть вот таким вот образом мы вяжем наш треугольничек, наш лиф. Не забываем, что каждый ряд, который вот мы переворачиваем вязание, и начинаем с 2 воздушных петель подъема. Вот таким вот образом у нас получается вот наша полосочка, которая она потом впоследствии у нас превратится, вот она наша полосочка, которая впоследствии превратится вот в такой треугольничек того размера и того объема, ровно столько, сколько нам надо. То есть вы провязываете столько, сколько вот примерили на себя и определили, что все хватит. Значит, я довязываю и будем показывать, как мы будем переходить вот на эту вот планочку нашу. Итак, вот мы довязали нашу чашечку до конца, примерили, взяли первую, приложили к ней эту, убедились, что она у нас вся ровненько подходит, и только тогда мы начинаем вязать вот эту вот нашу полосочку, которая у нас будет переходить на спину и соединяться там. Вот. Итак, что нам нужно здесь сделать четко и правильно, как у нас должно вязаться? Значит, полосочка вот эта вот, она у нас каждый ряд должен быть четко равен предыдущему ряду. То есть не должно быть так, что в одном ряду мы провязали 20 столбиков, в следующий ряд мы где-то один столбик меньше провязали, где-то не заметили. Тогда у нас полосочка это пойдет неровно и некрасивая. И впоследствии это может привести к тому, что когда мы будем соединять 2 полосы, вот 2 чашечки, у нас одна будет больше, а другая меньше. И это будет просто некрасиво, и вы это увидите сами, и потом придется перевязывать. Вот, поэтому нужно четко следить, четко просчитывать ряды, чтобы полосочка это была ровная. Итак, мы, значит, довязали. Опять мы делаем 2 воздушные петли подъема. И опять провязываем столбики без накида. Только теперь, когда вы чашечку к себе приложили к груди, вы примерно, допустим, как я делаю, я примеряю на бюстгальтер. И где у меня вверху начинается лямочная часть,
Вот, я себе вот так вот примерно уже определяю, знаю, что мне нужно довязать до сюда, что у меня вот лямочка, ну вот как вот у бюстгальтера лямочка идет, вот это, да, вот здесь верхняя, не нижняя, а верхняя. Вот вы приложили к себе, допустим, на одетый на вас бюстгальтер, приложили эту чашечку, и вот раз у себя отмерили, что вот здесь вот у вас вот бюстгальтер, допустим, начинается верхняя часть. То есть и точно так же на этой чашечке, на связанной, вы для себя определяете, что вот здесь вам нужно закончить. То есть вот мы сейчас вязать будем вот отсюда, вверх подниматься, и здесь мы закончим. То есть у каждого своя высота, у каждого свое определение. Кому-то тоненькая нужна будет, кому-то может быть чуть повыше. Но все-таки выбирайте для себя оптимально. Ну вот она где-то, можно сказать, ну чуть не совсем ровно на половине, ну почти рядышком с половинкой. Тут несколько петелек, как бы вот от чашечки она занимает. Поэтому приложите к себе и определитесь, где у вас вот эта лямочка должна заканчиваться. Вот. У меня, я определила, я посчитала, связала вот эту, у меня она будет заканчивать, нужно 19 петель. То есть вот я считаю 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Вот это вот у меня будет основная высота, основная длина. То есть вот у меня получалось, вот если вот просчитать по столбикам, раз, так, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 у меня соединительный. То есть вот мы считаем опять же с самого начала столбика. Раз, два, три. Так. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. И вот последний столбик. То есть тут нужно обязательно все четко просчитать. Лучше всего, когда вы вяжете первую чашечку, вы записываете все, сколько петелек вы провязали, чтобы вам потом было не забыть и не провязать разное количество петель. 19 и 20 я просто вот так вот протягиваю, протянула, то есть я не провязала столбик до конца, а чтобы он у меня, ну, более-менее красиво, эстетично, вот как вот здесь вот смотрелось, да, я его делаю соединительной петлей, то есть я ввожу крючок и просто протягиваю петельку. Все, теперь я опять переворачиваю вязание, вот, перевернула вязание, и я вот в эту же петельку опять протягиваю, вот так, то есть я не провязываю здесь петлю, протянула, а дальше я уже провязываю столбики без накида обычным образом. То есть это у меня вот пошел первый столбик, то есть я как бы вот одну петлю, я ее вот протянула, не провязала столбиком, а просто протянула простой петелькой. И считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и вот 18, потому что у меня 19 столбик вот был у меня соединительный в самом начале. Вот таким вот образом. То есть вот считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Вот они у меня 19 столбиков получаются. И они у меня должны из ряда в ряд повторяться. То есть не должно быть у меня ни меньше, ни больше, нигде, ни в каком ряду. То есть я вот опять поворачиваю вязание, делаю 2 петли подъема и дальше вяжу. Опять вот это у меня получается 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И вот, которая соединительная, у меня сюда вот он 19 пошел. Вот таким образом. Опять разворачиваю вязание и все повторяю, все то же самое делаю. 2 воздушные петли подъема и провязываю опять. То есть у меня должно быть четко с каждой, в какую бы сторону я ни вязала, у меня везде должно быть 19 столбиков без накида я провязываю. То есть тут ничего сложного, мудреного нету. То есть мы, как я вам говорю, вывязываем ту длину, которая нам нужна, обхват под грудью, деленный напополам, потому что мы провязываем 2 чашечки, 2 полочки. Вот, и они у нас потом будут соединяться. То есть мы сейчас вяжем вот эту вот планочку, которая у нас идет на спину. У нас должно получиться 2 чашечки и 2 планочки, которые ходят на спину. То есть, ну вот я вот про эти вам говорила. Вот таким вот образом. То есть мы вяжем ряд за рядом столбики без накида. Дальше мы уже, как вот вы заметили, я нигде ничего не убавляю, просто перевернула вязание и опять продолжаю вязать обычными столбиками без накида. Вот смотрите, как бывает часто пропускают столбики. То есть вот довязали, вот казалось бы все провязано, да? Если вы не считаете. То есть я вот когда вяжу, тут вот не так уж много нужно связать, но я каждый ряд себе в уме его просчитываю, потому что тут оно вяжется достаточно быстро. Вот кажется, связала все. Но зачастую бывает пропускает вот 2, когда мы вяжем 2 воздушные петли подъема, вот их бывает мы проскакиваем. И тогда у нас, вот казалось бы, ну что тут вроде незаметно, но когда мы начинаем их соединять, даже одну петельку, если вы не провяжете, это будет заметно, и потом разница будет у нас в ширине этих наших лямочек. Поэтому не забывайте, просчитывайте лучше эти столбики, чтобы у вас вязание было одинаково. Ну вот, даже
взять вот так вот, мы когда возьмем, приложим, вот они, две одинаковые. Вот. Вот у меня одинаковое вязание. Вот они одинаковые ряды. То есть я когда подойду к окончанию, они у меня должны быть одинаковые. Без всякого натяжения, без ничего. Они у меня должны быть одинаковые и соединяться, когда я их буду соединять, они тоже должны быть ровненькие и четкие. Итак, мы теперь довязываем вот эту вот нашу лямочку до той длины, каждая которому нужна, и будем их соединять. Итак, я довязала чашечку с планочкой вот до конца. То есть теперь мы берем вторую нашу чашечку, когда вы должны связать их две таких одинаковых, и когда мы их прикладываем друг к другу, они у нас должны четко вот совпадать, все по размеру. Переходы все у нас должны вот так вот быть четко провязаны. То есть у нас вот эти планочки, они должны быть одинаковые, ровненькие друг с другом. Вот, потому что когда мы их сейчас вот будем вместе соединять, у них вот вся длина, вот эта вот, должна быть, вот они одинаковые. Не должна быть ни одна из них какая-то длиннее, какая-то короче. Вот, итак, так как мы вязали здесь оборотными рядами, то тут, в принципе, не принципиально, где лицевая, где изнаночная. Тут такого нет. Так, я могу все свои вот эти нужные и ненужные маркеры я снимаю. И теперь мы будем соединять. Значит, прикладываем. Тут ничего такого сложного нету, ничего удивительного нету. То есть мы, когда одну связали, вот мы ниточку завязали. Когда мы провязали вторую чашечку, то мы их вот так вот соединяем. И я буду теперь их соединять. То есть я вот так вот сейчас протягиваю петельку. Вот таким вот образом подтягиваю ниточку, делаю воздушную петлю, и сейчас я буду просто вот такими соединительными петельками соединять, вот так вот. То есть в каждую петельку я протягиваю крючок, подхватываю рабочую нить и протягиваю через петельку. Можно, в принципе, делать это и столбиками без накида, оно это не принципиально и не важно, и на самом деле этого заметно не будет. Здесь кто как хочет может делать. Так. Все должно у нас ровненько быть, и петелька в петельку у нас тут должно уходить. Так. То есть аккуратно все это делаем, не спешим, аккуратненько все соединяем вот таким вот образом до конца. И в последнюю петельку мы соединяем и протягиваем вот так вот. Вот теперь смотрите, у нас получается вот таким вот образом у нас получилось.
Вот, это у нас лицевая сторона. Вот так вот у нас получается. Вот, теперь мы будем вязать по кругу. То есть вот у нас рабочая нить, вот она остается. То есть мы провязали. Теперь мы будем провязывать по кругу и соединять спереди уже вот так вот наши чашечки. Вот. Но я что хочу сказать. Если мы будем вязать, начинать вот отсюда, с нашей серединки, где мы только что соединили, и просто по кругу мы пустим вязание, то оно у нас может быть немножечко косить. То есть может давать определенный перекос в одну сторону. В какую сторону мы будем вязать, допустим, как мы вяжем обычно, слева направо, то может пойти небольшой перекос. Вот, поэтому мы будем делать все-таки каждый ряд можно точно так же, вот как мы здесь делаем, то есть оборотными рядами связали, развернули вязание, пошли в обратную сторону. Вот. Но я что хочу сказать, лучше обрезать, допустим, нить здесь сзади, потому что оно у нас получается ровно посередине топа. Обрезать, затянуть нить и обрезать ее. И дальше вязание начинать вот, ну вот сбоку, потому что отсюда, если мы начнем вязать, то и, соответственно, у нас шов основной, который вот, допустим, как на юбочке, да, его все-таки, ну, немножечко как бы видно, этот шовчик, что вот у нас он проходит. Вот, но юбку мы можем повернуть ее хоть как, и этот шов мы сделаем сбоку, он будет не так заметен. А на топе, если этот шов у нас будет идти ровно посередине спины, он все-таки будет бросаться в глаза. А когда, если он у нас пойдет сбоку, то его будет, ну, не совсем видно. Вот, поэтому смотрите сами, если для кого-то вот не принципиально, что этот шовчик у нас будет проходить посередине топа, то, пожалуйста, можно начинать вязание отсюда. Я же все-таки сейчас затяну ниточку, то есть вот я связала вот так вот, я ее сейчас обрежу и подсоединю нить там, где у нас начинается, ну вот сбоку, то есть, ну, вот этот боковой шов вот здесь вот, и начну уже вязание, ну, либо с правой, либо с левой, то есть здесь вот мы уже четко видим, да, когда мы вот так вот, допустим, одеваем, будем примерять, к себе поверну. Вот так вот, да, мы уже видим, где у нас правая, где у нас левая сторона. Поэтому здесь не принципиально, хоть справа, хоть слева, где вам удобнее. Но вот где у нас чашечка кончается. Итак, что я дальше хочу вам еще сказать. Так как у нас эта нить хлопковая, это хлопчатобумажная пряжа такая, она имеет свойство вот такое, немножечко она подтягивается. Но она у вас не растянется до необъятных размеров и потом не примет обратную форму, она все равно вытянется. То есть в носке через 1-2 носки нужно вещь мы стираем, чтобы она опять приняла свою форму. Вот, и что я вам хочу сказать. То есть вот топ сейчас, вот когда я вязала вот этот вот топ, то вот посмотрите, под грудью у нас здесь я провязывала точно такой же ниточкой. Это у меня, как я говорила, янард. То белый только цвет я провязывала такой же ниточкой. Оно, в принципе, неплохо, оно плотно садится, хорошо. Но некоторые говорят, что туговато одевается. Ну, хоть одевается, но туговато и снимается. Тоже так вот прям плотненько. Поэтому некоторые топы я, допустим, использую такую пряжу Diva Stretch. То есть она имеет такую вот стретчевая основа у нее, то есть она тянется. Вот. И подобрать в белый цвет, допустим,
пряжу, вот есть белая, пожалуйста, не проблемно, это белая, молочная, как бы можно подобрать у этой пряжи, вот Alize, у нее есть оттенки, конечно, допустим, розовый, к вашему какому-то розовому, может, вы не подберете, но белый, молочный тут подобрать проще. То есть вот я вижу молочным, и вот такой вот молочный цвет есть у Alize Diva Stretch. То есть сейчас я буду вот эту вот именно нашу, которая у нас идет, вот эта лента под грудью, которую мы будем сейчас провязывать, я буду вязать вот именно вот такой вот нитью. То есть первый ряд сейчас соединение. Да, вот, кстати, я вам хотела все-таки вот показать. Здесь вот я вот про соединительный шов. Вот здесь я его пустила сбоку. Вот он, видите? То есть, ну, не сказать его, что он совсем заметен, но тем не менее, вот он видно. И когда он сбоку, вы рукой его закрываете, когда при ходьбе идете, у вас рука, его не видно. А если вы этот шов пустите сзади по топу, то на спине он сразу заметен. И поэтому, ну, нежелательно, чтобы вот этот вот шов, просто даже из эстетических соображений, чтобы он был сзади. Но это все на ваше усмотрение. Итак, значит, сейчас я буду подсоединять, еще я буду вязать пока вот этой же пряжей, то есть я нартом. Я подсоединяю ниточку. Вот. И я теперь вот первый ряд, даже, возможно, первые два ряда я провяжу вот этой ниточкой, а потом буду переходить на Alize Diva Stretch. Вот, то есть мне первым и вторым рядом мне нужно просто соединить вот в кольцо вот эти две половинки. Итак, я буду провязывать простыми столбиками без накида, то есть 2 воздушные петли в начале делаю, и далее я провязываю столбиками без накида. То есть старайтесь не чистить. Почему? Чем больше сейчас вы навяжете столбиков, тем потом, так как у нас все равно мы будем немножечко под грудью, у нас объем меньше, чем объем груди, нам придется потом немножечко убавлять. Поэтому не стоит чистить, но и слишком большие шажки тоже не стоит делать. Вот таким вот образом мы провязываем столбики без накида. Не слишком редко, но и не слишком часто. Вот эти вот ниточки, которые у нас вот были в начале вязания, мы их тоже ввязываем сюда в вязание. Они у нас вяжутся, их потом впоследствии будет даже и незаметно. То есть не первым, так вторым рядом они у нас перекроются. То есть мы их не обрезаем, не стоит, они у нас вяжутся, и в этом нету ничего страшного. Вот мы подходим к краю нашей чашечки. И сейчас мы будем подсоединять вторую чашечку. То есть вот мы подошли к краю, то есть в самую крайнюю петельку мы провязываем столбик вот так вот и берем вторую чашечку. То есть вот смотрите, теперь когда мы будем соединять обе чашечки, вот последнюю петельку, подтяните вот так вот хорошо ниточку на крючок, прям вот чтобы туго-туго у вас было вот так вот.
И вот так вот, как бы нить чуть-чуть натяжечку, вводите крючок вот в самую крайнюю, то есть вот так вот прям хорошо сделайте натяжечку на крючок и берите край второй чашечки, вставляем, вводим крючок в петельку и вот так, подтягиваем вот так вот ниточку, провязываем, вот прямо что туго-туго вот так вот было, и еще раз вот так затягиваем. И прямо вот с таким тугим натяжением еще провязываем одну петельку с тугим натяжением. И дальше еще одну. И дальше уже вяжем как обычно. Для чего это так? Сейчас я вам скажу и покажу. Дальше провязываем несколько столбиков. Вот смотрите, это для того, чтобы у нас вот прямо хорошо они соединились. Потому что если вы дадите слабину, ну как бы так свободно провяжете, у вас будет оно вот это расстояние так и болтаться. И оно даже следующим рядом у вас не перекроется. То есть, ну вот будет такая вот немножко как бы, ну, как бы щербинка такая. Поэтому, чтобы этого не было, нужно вот здесь, когда вы провязали последнюю петельку на первой чашечке, прямо так вот туго подтянуть ниточку на крючок и провязывать, соединять следующую. То есть, вот если вы провяжете слабенько, вы сразу заметите, что у вас как бы болтается. Но ошибочно можно подумать, что в следующий ряд, когда вы будете вязать, вы как бы тут соедините. Соедините, но вот здесь, вот с этой стороны, потом в декольте оно как бы, ну, будет не совсем красиво смотреться. Итак, дальше мы провязываем все точно так же, как обычно. Обычные столбики без накида. И таким вот образом мы провязываем ряд столбиков без накида до конца. И еще один ряд в круговую точно так же провязываем столбиками без накида. А далее я буду показывать, как я буду вводить уже вот эти вот стрейчевые ниточки и как мы ими будем вязать. Вот мы провязали 2 ряда столбиками без накида. Подошли к нашему краешку, где мы начали, где мы подсоединили нить. И теперь мы должны померить на себя. То есть мы сейчас на себя одели, померили вот эту вот нашу такую вот недовязку. И когда вы примерите на себя, вы поймете, что вот именно вот эти края немножечко нам великоваты. То есть сидит свободно. Когда вы померите, то, допустим, с боков вы увидите, что вот можно было бы, допустим, сколько-то убрать. То есть, когда вы примерите на себя, то примерно вот так вот, когда померите, допустим, защипнете с обеих сторон, да, либо вот здесь у вас немножечко вот так вот топорщится будет, то можно примерно прикинуть, что, ну, вот как бы вот столечко, да, вам можно было бы убрать петелек этих. Вот. И тогда, когда вы себе примерно, допустим, вот так прикинете, что, ну, допустим, вот настолько вам нужно убрать, сразу посчитайте, сколько примерно петелек вам нужно убрать, сколько бы вы бы убрали с учетом того, чтобы у вас топ хорошо у вас одевался, проходил через голову. Вот. И запомните, либо запишите где-нибудь эти петельки, чтобы впоследствии в следующих рядах вы бы могли их убавить. Итак, далее, вот я довязала 2 ряда. Теперь я буду присоединять вот наши стрейчевые ниточки. То есть, еще раз повторюсь, это Alize Diva Stretch. У меня просто тут этикеточки нету, я уже вязала с этого мотка. Alize Diva Stretch. И нам тут понадобится провязать этими нитками, ну, не так уж много, максимум может быть рядов 10 мы провяжем этими нитками. То есть уйдет их совсем немножко. Вот этого мотка я его вяжу этими нитками только вот именно вот эту подгрудную часть. У меня вот он уже 2-й год этот моток, то есть их на самом деле сюда уходит совсем немного. Вот, итак, сейчас мы будем подсоединять нить, то есть мы
Вот так вот натягиваем крючочек. Я сейчас сделаю воздушную петлю, провяжу вот таким вот образом и оставлю ее на крючке. То есть вот так вот подтяну, обрезаю эту ниточку, чтобы она у меня не запуталась. Я убираю и беру вот эту нить. Несмотря на то, что она вот потолще, чем это, вязать я буду все равно тем же самым крючком. Это не столь принципиально, оно вяжется этим крючком. Вот у меня 1,7 вполне себе очень даже. Вот так вот мы подсоединяем. И вот дальше мы вяжем опять точно так же столбики без накида. Итак, вот я вам говорила, что нам нужно будет убирать петли. Так, сейчас я начну вязать. Ниточки эти вот пока я уберу. Хвостики. Воздушная петля. И провязываю первый столбик. Вот я провязала. Ниточка вяжется замечательно, она очень легкая. Единственное, когда мы начинаем вязать этой нитью, не стоит ее вот так вытягивать. Вяжите вот просто свободном, в таком легком вязании. Не нужно тут натягивать сильно какое-то плотное вязание для того, чтобы у вас нить в изделии уже изначально не была натянута сильно, а чтобы она вот такая и была, что впоследствии, когда вы одевали, у вас она растягивалась и потом принимала свою обычную форму. Итак, вот мы начинаем вязать, вяжем свободно, как я уже говорила, столбики без накида, и мы провязываем таким образом столько рядов, вот сколько, допустим, вам на ваш глаз было бы комфортно смотреть. То есть, если вот я посмотрим на вот этот топ, то вот можно посчитать. У меня здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 рядов. То есть, если учесть, что мы 2 ряда уже связали, нам нужно будет связать еще рядов 13, ну может быть 15. Но так как у нас тут ниточка, она потолще, то я думаю, рядов 10-13 мы вполне можем себе провязать. Про убавление петель. Убавлять петли, наверное, лучше всего начинать ряда с 7-го. Вот сейчас у нас 3-й ряд будет. Начинайте с 5-го, допустим, по 7-й ряд, либо по 9-й ряд. Убавляйте, если вам нужно убавить 10 петель. Вот, например, у нас, если мы возьмем, вот так считаем, 1, 2, вот от сначала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть, ну вот столько, допустим, вам нужно петелек убавить. Не убавляйте сразу все петли в одном ряду. Пытайтесь, допустим, растянуть это убавление на, допустим, на 5 рядов. В каждом ряду убавляйте по 2 петельки. То есть с одного бока одну петельку, с другого бока одну петельку. И на 5 рядов вы растянете эти 10 петель, и они у вас уйдут незаметно, и будет это все хорошо выглядеть. Как убавлять петли? Сейчас я вам покажу. То есть как мы убавляем петельки. Для того, чтобы убавить петлю, мы, конечно, можем, в принципе, ее пропустить и связать сразу вот сюда во вторую. Но так делать не нужно. Чтобы убавить петлю, мы вводим крючок в петельку, протягиваем нить, оставляем ее на крючке. Дальше опять в следующую петельку вводим крючок, протягиваем нить, и вот у нас на крючке 3 петельки. Вот. И только тогда мы провязываем.
В итоге мы крючок ввели в 2 петельки, но вершинка у нас вот она оказалась, получилась одна. То есть мы из 2 связали одну, тем самым мы убавили 1 петлю. Вот. И следующий ряд, когда будет вязаться, у нас уже будет тут не 2 петли, а 1. То есть еще раз смотрите, мы вводим крючок в петельку, подхватываем рабочую нить, оставляем ее на крючке, не провязывая. Далее опять вводим крючок в петельку, подхватываем рабочую нить и только тогда провязываем столбик. То есть вот я провязала 4 петли, а в итоге у меня здесь получилось всего 2 петельки. Вот таким образом мы будем убирать столько петель, сколько нам нужно. В принципе, можно и начинать и с этого ряда понемножечку убавлять. Допустим, если мы вяжем сейчас 10 рядов, то и если нужно убрать 10 петель, то мы можем в каждом ряду убавлять по 1 петельке. Но сразу хочу вам сказать еще, что через каждые ряда 2 примеряйте на себя топ. Важно то, чтобы он на вас не болтался, но и чтобы он хорошо сидел по фигуре, чтобы облегал, чтобы он подчеркивал хорошо грудь, чтобы он не болтался на вас, чтобы прямо вот сидел так плотненько. Но за счет вот этой стрейчевой пряжи, вот эта вот наша полосочка, которую мы сейчас вяжем с вами, она должна хорошо вот так вот растягиваться и сидеть под грудью. Достаточно так, не плотно, но за счет своего растяжения она все равно за счет стрейча, она будет хорошо на вас сидеть. И то есть оно должно не то, что вот прям как на вас он хлябать должен, да, в кавычках, этот вот топ, который мы сейчас свяжем, а он у вас должен, хорошо достаточно сниматься и одеваться. Вот, потому что у нас как бы лето, погода жаркая, и неприятно там как-то крутиться, пытаться его снять кое-как, тогда и изделие будет не в радость. Итак, значит, как я вам уже показала, сейчас мы следующие ряды 10, либо если кому-то нужно больше, там 13-15 рядов, провязываем полностью столбиками без накида. Если нету стрейчевой пряжи, это не беда. Конечно, лучше ее купить, и пусть она лежит в запасе, она всегда может понадобиться. Такая достаточно универсальная вещь. Из нее можно также вязать купальники полностью, какую-то пляжную такую, трусики там и все тому прочее. Она вам пригодится. Тем более расход у нее, вот если, допустим, даже вот так вот топы вязать, у нее достаточно небольшой, вам надолго хватит. И цветовая палитра нас, конечно же, радует у Ализе. Вот, то есть тут широкий выбор такой можно подобрать. Вот. Итак, вот у меня практически она не отличается, можно так сказать, попала цвет в цвет. И таким образом мы вяжем еще рядов от 10 до 15 рядов провязываем. Вот, я заканчиваю последний ряд. Я провязала вот таким вот образом. У меня получилась такая вот полосочка вот такой ширины. И сейчас нам нужно будет начинать, вот как мы посмотрим на этом топе, то есть мы провязали вот эту полосочку, и теперь у нас пойдет дальше уже цветной узор. Мы теперь должны поменять нить, так как нам стрейчевая ниточка уже не нужна, мы ее в принципе можем обрезать. И далее мы начнем вязать уже нашими 3 вот этими цветами. Начнем, конечно, с самого светлого оттенка. Вот. И что я сразу хочу сказать.
То есть мы должны, так как мы юбку уже нашу связали, нам нужно четко рассчитать теперь количество петель. Просчитать количество петель, чтобы сразу начинать вязать наш узор. То есть нам нужно посчитать количество петель для того, чтобы у нас четко было нужное нам количество раппортов. Потому что вот узор этот мы будем вязать вот так, как он есть, и тут прибавок мы не сможем вязать, допустим, в одном ряду, к примеру, 5 раппортов, потом чуть ниже добавить еще один, потому что нужно будет провязывать какие-то дополнительные ряды. Нам это ни к чему. Мы будем вязать так, как я вяжу, и вам покажу так, как я буду вязать. Итак, как нам посчитать четко, сколько нам нужно? Во-первых, мы должны взять метр. Метром мы должны измерить свой объем, вот примерить на себя, во-первых, наш вот этот топ, и где он у нас заканчивается, край нашего топа, мы на теле, вот вы когда одели, померили на себя, и метром мы должны замерить объем, который у вас под грудью вот здесь проходит. Вот, то есть у меня, допустим, объем под грудью это 75 сантиметров. Значит, соответственно, мне нужно, чтобы у меня топ сидел не тык впритык, а свободно. Но у меня где-то 70-75 для меня максимально, поэтому мне нужно 75 сантиметров. Итак, мы берем вот наш узор. Я вот так вот положу бумажку, чтобы лучше было видно белый листочек. Вот, и метром, так как мы юбочку уже связали, мы метром замеряем, сколько у нас цветочек. Вот он у нас получается, один цветочек, один цветок, вот этот вот, равен, получается, 2,5 сантиметра. То есть у нас один цветок равен 2,5 сантиметра. Обхват под грудью, например, вот у меня 75 сантиметров. Один цветочек это у нас один раппорт. Два с половиной сантиметра. Вот мы его замерили. Вот он у нас. 2,5 сантиметра. Мне нужно 75 сантиметров. То есть я беру и считаю, сколько у меня должно быть раппортов. То есть 75 я делю на 2,5. У меня получается 30. Делю на 2,5 сантиметра. Получается, у меня должно быть 30 раппортов. Тридцать раппортов у меня должно быть на топе. То есть, так как у меня один раппорт у меня равен 8. То есть у нас раппорт, у нас это 8 петель. Один раппорт это 8 воздушных петель. Не забываем. Значит, нам нужно 30 раппортов. Вы каждый вот посчитайте свой объем под грудью, разделите его на сколько сантиметров у нас цветочек. Получите, сколько вам нужно раппортов. В дальнейшем эти 30 раппортов мы должны умножить на воздушные петли, так как у нас один раппорт равен 8 воздушным петлям. Умножаем на 8 воздушных петель и получаем 30 умножаем на 8, получаем 240 воздушных петель. Мне нужно провязать. Чтобы у меня изначально пошел узор, вот этот от топа здесь, мне нужно, чтобы у меня здесь было 240 воздушных петель. Поэтому вы, когда довязали последний ряд, возьмите и просчитайте
все петельки, вот так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, посчитайте, сколько у вас петель. Вот. И, допустим, у вас получится, что, допустим, вот у вас на топе получится, что у вас, например, 200 петель. И 40 петель вам нужно добавить. Как вам добавить эти 40 петель? Как я уже говорила, не стоит добавлять петли, вот сразу вы идете и добавляете, добавляете, добавляете. Условно у нас как бы топ делится на 4 части. Вот это первая часть, вторая часть, вот тут до серединки третья часть и четвертая часть. Нам нужно, допустим, добавить 40 петель. Вот в каждой части добавляйте по 10 петель пропорционально. 3, 4, 3 в каждой половинке. 3, 4, 3. То есть, вот, чтобы у вас было пропорционально эти 40 петель, которые вам нужно добавить. Но опять же, говорю, это 40 петель, это условно я взяла. У каждого это количество свое. Вот. Как мы это будем делать, добавлять петли? Сейчас я вам это покажу. Итак, нам нужно будет, если вы вяжете точно так же, как и я, стрейчевой пряжей, то сейчас мы в последнем ряду будем ее заменять. Так как у нас эта пряжа, она сама по себе толстоватая, а мы теперь будем добавлять петли. А добавлять петли, чтобы их было не совсем заметно, проще всего добавлять с тоненькой нити. То есть я беру основную нашу нить, которую мы в дальнейшем будем все вязать, подсоединяю ее точно таким же образом, как мы подсоединяли, меняли цвета в юбке. То есть соединяем мы это все вот таким вот образом. Совсем если длинные, то не оставляем длинные, чуть-чуть так можно укоротить их. И вот так вот мы соединили. Так. И теперь мы начинаем вязать. Нам нужно добавить определенное количество петель. То есть я делаю петлю подъема. Эти все ниточки вот так вот я прячу, чтобы они у нас вязались. Чтобы ничего не перекрутилось у нас. Вот. И начинаем вязать. Так, первая петелька, вот вторая, и мы начинаем добавлять понемножечку, по несколько петелек. Вот, допустим, в следующую петельку мы вяжем одну петлю, и в эту, так как ниточка у нас сейчас тоньше, и почему я вам говорила, что нужно вязать вот с той же пряжи того же цвета, который у нас вот здесь вязали, потому что если мы сейчас возьмем пряжу какого-то любого другого оттенка, которая потемнее, то это будет сразу бросаться в глаза, что мы в одну петельку могли где-то провязать 2 петли. Вот, поэтому лучше взять тон в тон, чтобы это в глаза не бросалось, и это будет совершенно незаметно. Итак, вот мы провязали одну петельку, и сюда же еще добавляем одну. И считаем про себя где-то. Кто не может, допустим, считать, пусть записывает, условно разделит на 4 ряда и галочки какие-то ставит. Вот одну мы добавили. Допустим, нам в каждой четвертинке надо добавить по 10 петель. Будем добавлять, допустим, через одну. Вторую добавили. Еще одну написали.
третью добавили. И так вот мы помаленечку, потихонечку начинаем эти петли добавлять. То есть мы сейчас этот ряд петли добавляем, потом, когда мы ряд завершим, добавим все петли, сколько нам нужно, вот так вот провяжем столбиками с накидом, мы их еще раз просчитаем, и следующий ряд точно так же пустим еще раз, провяжем столбиками без накида, то есть как бы, ну, закрепим этот ряд, завершим и со следующего ряда уже начинаем вязать наш узор. Итак, еще раз повторю, сейчас мы прибавляем все петли, которые нам нужны, сколько нам петель не хватает, и следующим рядом провязываем еще столбиками без накида, это у нас уже будет последний ряд. Вот я провязала 2 ряда, и теперь, так как я вот эти ряды вязала крючком чуть большего размера, я вам говорила, я весь столб вязала крючком побольше, то теперь, когда я буду вязать основной узор, я опять возьму тот крючок, которым мы вязали основное полотно юбки. Итак, я, значит, сделала добор петель, которые мне необходимы для того, чтобы мне начать вязать основной наш узор. И поэтому я беру крючок, который мне необходимо, и теперь я буду провязывать основной узор, которым мы вязали нашу юбку. Останавливаться подробно на том, как вязать этот узор, я не буду. Я покажу просто начало, как я буду его провязывать, так как подробно этот узор разбирался в мастер-классе в первой части, где мы вязали юбку. Но я сейчас покажу небольшой фрагмент этого мастер-класса вам в своем вязании, и остальное вязание нашего топа вот так вот он у нас будет продолжаться, то есть это вязание, это у нас будет переход цветов. Здесь у меня это вот эти цвета, еще раз я вам напомню, то есть я вот этими цветами вяжу, шоколадными, нюдовыми оттенками. Вот здесь, то есть мы будем вязать топ ровно такой длины, какой вам необходим. Если вы хотите связать покороче, пожалуйста, это на ваше усмотрение. Но тут я вам хочу сказать, что этот топ вяжется точно так же без прибавок. Я его вязала без прибавок, то есть изначально я закладывала такое количество петель, чтобы мне не пришлось его с трудом натягивать на себя, и чтобы он у меня вязался без прибавочек. Вот, поэтому каждый из вас выбирает ту длину оптимальную, которая ему необходима. Итак, значит, как вы помните, у нас узор начинается с одной воздушной петли, делаем накид на крючок, и в 4-ю петлю от крючка 1, 2, 3, в 4-ю петлю мы провязываем столбик с одним накидом. Далее делаем опять накид на крючок, и в эту же петельку мы провязываем второй столбик с накидом, который провязываем вместе. Далее мы провязываем 2 воздушные петли, опять накид на крючок, в эту же петельку вводим и провязываем не до конца столбик с одним накидом. Далее опять накид на крючок и опять не до конца провязываем столбик и провязываем оба столбика вместе. Опять 2 воздушные петли, накид на крючок и провязываем столбик не до конца. Опять накид на крючок, вводим опять в эту же петельку и провязываем столбик не до конца. Когда у нас на крючке 3 петельки, мы до конца провязываем эти 2 столбика вместе. Опять 2 воздушные петельки, накид на крючок, в ту же самую петлю основания провязываем не до конца первый столбик с накидом, и сюда же не до конца провязываем второй столбик с накидом, и только тогда провязываем до конца. Пропускаем 1, 2, 3 и в 4-ю петлю провязываем столбик без накида. Вот такая у нас ракушечка получается, такой цветочек. Еще раз повторю для тех, кто не видел наш мастер-класс.
Но я надеюсь, подробно вы сможете посмотреть в первой части видео. И схему этого узора вы также видите перед собой на экране. Итак, я опять провязываю 1 воздушная петля, накид на крючок, пропускаю 1, 2, 3 и в 4 петлю провязываю не до конца 1 столбик с одним накидом, опять накид на крючок в эту же петлю 2 столбик и провязываю вместе 2 воздушные петли, в петлю основания в ту же самую 1 столбик с одним накидом не до конца, сюда же 2 и провязываем их вместе, то есть 2 столбика с накидом с общей вершиной. И таким образом еще провязываем 2 группы столбиков с одним накидом с общей вершиной. 1 и 2. Пропускаем 1, 2, 3 и в 4 петельку провязываем столбик без накида. И вот таким вот образом и далее по схеме, как я показывала вам все переходы всех рядов, показано в мастер-классе в первой части, опять же повторюсь. Итак, мы довязываем наш топик ровно той длины, меняем цвета, либо если кто-то хочет, может провязать просто одним цветом, провязываем нужную нам длину. Вот, когда мы довязали наш топ до конца, нижнюю часть я провязала, когда у меня закончился последний узор, я провязала несколько рядов простыми столбиками без накида и вот такими, даже это не пико, просто я делала 4 петельки воздушных и соединяла их. Ну, вот оно выглядит вот так вот. Поэтому тут, в принципе, ничего сложного. Я довязала топ той длины, которая мне необходима. И вот так вот закончила ряд. Итак, что мы делаем дальше? Ниточки я не убирала. Ниточки мы убираем точно так же, как я показывать уже не буду. Я показывала в первой части мастер-класса, как я нитки убираю на юбочки. Поэтому вы можете посмотреть в первой части видео. Итак, что мы делаем дальше с топом? Дальше нам нужно обвязать вот верхнюю часть нашего топа по кругу. То есть я подсоединяю нить того же цвета, которым мы вязали верхнюю часть нашего топа. И здесь вот можно его соединить вот к этой части в самом конце. Это будет не критично. Вот сюда можно подсоединить. Можно его подсоединить также вот где у нас сбоку мы прошивали здесь. Но я думаю, чтобы нам не делать вот так, как у нас в этой части топа шов у нас здесь топ посередине сзади, то я его здесь и подсоединю ниточку эту. Вот. То есть я подсоединяю нить. Вот. И теперь я провяжу 2 ряда вот в круговую полностью по нашему топу столбиками без накида. Вот, просто столбики без накида. Здесь у нас лиф чашечки, он провязан у нас весь полностью столбиком без накида. А вот здесь он у нас идет, видите, получается вертикальные полосы, вертикальные ряды. И здесь вот эти вертикальные ряды, они у нас, вот если посмотреть, он как бы у нас вот так вот веером немножечко расходится. И чтобы этого у нас не было, мы сейчас пройдем ряд столбиков без накида, которые у нас будут сдерживать этот ряд и не будут давать ему расходиться. Вот, и поэтому здесь я провязываю столбиками без накида. Тут уже как вам удобнее, вы можете, тут не важно чистить либо не чистить, потому что узор мы здесь никакой уже вязать не будем, просто у нас здесь идет обвязка столбиков без накида. Вот, и по всему лифу, по всей верхней части мы сейчас провязываем вот такими вот столбиками без накида. Вот, я начала провязывать второй ряд.
обвязки нашего лифа. То есть вот я спинку уже провязала, сейчас буду переходить на лиф. То есть как я тут вязала, я вот провязывала, делала. Первый столбик без накида, второй столбик без накида, третий столбик без накида. И когда провязала 3 столбика, делала 1, 2, 3, 4 воздушные петли и соединяла их в пико. И вот таким образом мы вяжем. Дальше провязываем наш лиф. Один, два, три. Вот так вот у нас получается, таким вот образом пико провязываем. Пико мы будем провязывать не по всему лифу, а только до середины. Сейчас я вам покажу. Провязываем дальше. 1, 2, 3, 4 воздушные петли в пико. 1, 2, 3. Пико. То есть вот таким вот образом мы, когда делаем обвязочку, мы тем самым придаем законченность вида. Но вот здесь на краешке у нас эта пикошечка все равно уйдет, потому что мы будем сюда лямочку делать. Вот таким образом у нас получается. Сейчас еще мы провяжем. Вот, и теперь вот отсюда мы будем начинать провязывать, несколько вееров провяжем. Вы можете, в принципе, кому нравится вот обвязка вот таким пико, обвязать дальше полностью по кругу и вторую нашу чашечку такими же пико. Но я хочу провязать здесь такие ракушечки, веерочки, чтобы потом впоследствии можно было бы в них провязывать еще. Я хочу сделать такой вот шнурочек,
чтобы красиво смотрелось. Давайте попробуем так провязать. Итак, мы будем провязывать столбики с накидом, то есть пропускаем 1, 2, 3, в 4 петельку провязываем столбик с накидом. Первый, воздушная петля, второй столбик, воздушная петля, третий, воздушная петля, четвертый, воздушная петля, пятый, воздушная петля, шестой столбик, воздушная петля и седьмой. Мы все столбики вяжем в одну петлю основания, вот таким образом. Пропускаем 1, 2, 3 и в 4 петельку провязываем столбик без накида. Вот такая у нас ракушечка получается. То есть мы провязываем 7 столбиков с одним накидом, между ними по одной воздушной петле в одно основание. Еще раз, 1, 2, 3, в 4 петельку провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля и сюда еще 6 столбиков с накидом. Всего у нас должно быть 7. Не забываем между ними провязывать по воздушной петле. 4 у меня, 5, 6 и 7. Пропускаем 1, 2, 3 и в 4 вяжем столбик без накида. Вот так вот у нас получается. И последний, то есть мы будем провязывать 3 на таких ракушки. Делаем накид на крючок, пропускаем 1, 2, 3 и в 4 петельку вяжем столбик с накидом и повторяем. Раз, два, три, и в 4 петельку основания мы соединяем. Вот у нас вот так вот получается такой лиф чашечки. То есть у нас здесь пико, а здесь у нас 3 ракушечки получается. Теперь здесь переходим на вторую чашечку. То есть здесь мы провязываем, можно провязать такими вот соединительными петельками. Мы провязали вот таким вот образом. И теперь опять начинаем вязать. То есть у нас должно быть все симметрично. Пропускаем 1, 2, 3 и в 4 петельку вот сюда вот вяжем. 1. Так, подождите. У нас должно быть все симметрично. Вот, то есть у нас петелька напротив петельки должны быть. Все верно. Я подумала, что я ошиблась и неправильно посчитала. Так, первый столбик я провязала, воздушная петля и еще 6. 2, 3, 4, 5, 6. Вот получается у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 столбик. Пропускаем 1, 2, 3, в 4 соединяем. И еще 2 таких же ракушечки. То есть мы сейчас вот это провязываем. Также 3 ракушечки. Вот у нас должно получиться с этой стороны. И до конца ряда провязываем вот так же вот эти вот пикошечки. Все повторяем. Точно так же, как мы здесь вязали. И так довязываем.
Итак, что нам осталось еще довязать? Нам осталось провязать лямочки, которые у нас будут на нашем топе смотреться, чтобы они были не слишком громоздкие, не слишком тонкие. В общем, такие, какие нам нужны. Я решила провязать вот такие вот лямочки. Я уже вязала их на сарафанах. Они смотрятся очень даже интересно, несмотря на свою простоту. Вот такое вот. Итак, как мы их будем вязать? Значит, изначально мы, когда топ у нас связан, лямочек еще нету, его нужно на себя примерить. Его нужно на себя примерить, взять метр и метром измерить от начала лямочки через плечо и до спины, сколько вам нужно сантиметров. Вы когда замерили нужное количество сантиметров, и тогда мы набираем то количество петель, которое нам необходимо для того, чтобы нам связать наши лямочки. Итак, когда мы начинаем набирать лямочки, то мы вяжем двумя крючками. То есть один крючок мы берем большего размера. Вот, к примеру, я сейчас возьму, так как у меня ниточка, на которой я буду показывать, она толще. Вот, когда вязала я вот этой ниточкой, то я брала два крючка. Начальную цепочку я набирала крючком 1,9, а дальше провязывала крючком 1,7. Вот, то есть это для чего делается, чтобы у нас никакая сторона не перетягивала. Итак, здесь я буду начальную цепочку набирать крючком 2,5. Напомню, что нам нужно набрать то количество петель, даже не по количеству петель мы будем набирать, а по сантиметрам. То есть, когда мы набрали нужное количество сантиметров, у меня это было 33 сантиметра, у вас может быть то количество, которое вам необходимо, у всех разное. То есть мы взяли в небольшую натяжечку, даже можно сказать, ну вот совсем в легкую натяжечку, замерили, сколько у вас сантиметров получилось. Вот мне, допустим, надо, чтобы у меня было в конечном итоге, вот, допустим, 6 сантиметров. 6, ну, минимальное 5 сантиметров. Вот я набрала необходимое количество петель, сделаю 2 петли для подъема, и теперь я буду менять крючок на более меньший. Вот я тут не нашла, ну, вот возьму 1,9. И теперь я по воздушным петлям буду провязывать столбики без накида. То есть провязываю вот таким вот образом столбики без накида до конца ряда. Вот таким вот образом. И в последнюю петельку вот провязали. Дальше как видим, у меня провязано тут 2 ряда столбика без накида. То есть я разворачиваю вязание, делаю 2 воздушные петли подъема и дальше провязываю еще один ряд столбиков без накида. Вы не пугайтесь, я специально взяла
нитку потолще, чтобы лучше было видно, как я провязываю. А топ мы наш вязали ниточкой более тонкой, поэтому я эту нить взяла просто для примера. Вот второй ряд я провязываю столбики без накида. Дохожу до конца ряда. Вот таким вот образом у меня получается. То есть, если мы возьмем метр, произведем замер, и вот мы получаем, даже у меня тут немножко больше, 6 с лишним сантиметров получается. Ну, я лишние петли на подъем взяла, они у меня уже изначально были. То есть это вот если у вас получится на 1 сантиметр, с ним, ну, может быть там чуть больше, это не страшно. Страшнее будет, если у вас получится меньше. Потому что если у вас получится чуть больше, мы провяжем на спинку, и это будет незаметно. Итак, вот мы довязали до конца ряда. И дальше вот смотрите, мы будем вязать столбики с одним накидом. То есть разворачиваем вязание. Первый подъем у нас будет 3 воздушные петли и 1 петля на ряд ложится. Делаем накид на крючок, пропускаем 1 петлю, так как мы ее уже провязали на ряд одну. Пропустили 1 петлю и через петлю провязываем столбик с одним накидом. Опять воздушная петля. Делаем накид на крючок, пропускаем 1 воздушную петлю ряда и в следующую провязываем столбик с накидом. И так вяжем до конца ряда. Вот так вот у нас получается. Вот, таким образом у нас получается. И далее теперь мы с этой стороны будем вязать точно так же 2 ряда столбиков без накида. Разворачиваем вязание, 2 воздушные петли подъема. И здесь мы уже вяжем просто столбики без накида в каждую петельку. Вот таким вот образом мы провязываем в каждую петлю ряда столбик без накида, то есть провязываем воздушную петлю, которую мы вязали в прошлом ряду, и в столбик с одним накидом. Здесь мы провязываем столбик с накидом в 3-ю воздушную петлю подъема, которую мы вязали в прошлом ряду. Вот мы 1 ряд провязали, и сейчас провязываем еще 1 ряд, то есть переворачиваем вязание, опять 2 воздушные петли подъема, и тут уже вяжем по петелькам предыдущего ряда. То есть вот абсолютно ничего сложного в этом узоре нет. Он очень простой, никаких сложностей. Но смотрится на самом деле в изделии, несмотря на его простоту, очень лаконично.
Вот так вот. Вот у нас получается вот такая вот наша полосочка. То есть я ниточки не обрезала. Нитка тонкая, поэтому немножко у меня перекручивается лямочка наша. Вот таким вот образом у нас получаются вот такие наши лямочки. И что мы делаем? Мы теперь берем наш топ. Когда мы его на себя примерили, нужно взять маркеры и маркерами отметить на спине, на спинке отметить, где у нас будет лямочка заканчиваться. Можно примерить этот топ на бюстгальтере, посмотреть, как у вас проходит бюстгальтер, и сделать маркерами отметочку. То есть вот так вот, допустим, у нас будет он проходить, вот эта лямочка, и мы не крючком, а берем обычную иголочку, вставляем ниточку и аккуратно вот с изнаночной стороны аккуратно пришиваем. Если вдруг вы померили, у вас оказалось, что лямочка немножечко большевата, ничего страшного, если вы вот так вот немножко внахлёст ее напустите вот сюда, здесь ее будет совершенно не видно. Поэтому можно хоть так, хоть чуть пониже, пожалуйста, это дело вкуса. И когда мы будем на чашечку нашу пришивать лямочку, то точно так же вот таким вот образом, не сверху мы пришиваем, а вот именно вот таким вот образом, то есть под нашу чашечку мы аккуратно берем ниточки в цвет, иголочку и пришиваем нашу лямочку вот таким вот образом. Итак, давайте будем дальше пришивать. И провязывайте лямочки. И вот в конечном итоге у нас получился такой замечательный летний комплект. В любом цвете он будет выглядеть выигрышно и интересно. Я была рада видеть вас на своем канале. Ставьте лайки, задавайте вопросы, я всегда отвечу, помогу и расскажу. Всем спасибо, с вами была Ирина Ша.